Привет, друзья, с вами Лада, и в этом видео будем плести из газетных трубочек и сплетем одно небольшое изделие. Это тарелочка-подставка под горячее, и она сплетена одним интересным узорчиком, который очень легко плетется. С этим справится любой начинающий в плетении из газет. Так что, если вам эта тема интересна, то я приглашаю вас к просмотру. Это изделие буду плести из газетных или бумажных трубочек. Их я кручу сама на тонкую спицу из чистой газетной бумаги. И в отдельных своих видео я показываю эти процессы очень подробно. И здесь я буду использовать два цвета трубочек. Одни у меня покрашены таким светло-бежевым оттенком, это водная морилка орех, очень сильно разбавленная водой, а вторая группа трубочек это черные трубочки. Рецепт покраски черных трубочек у меня также есть на канале, вот в этом видео вы можете посмотреть. И я начинаю плетение, беру 4 трубочки светлого цвета, делю на 2 и выкладываю крест-накрест именно так, как на видео. Далее беру 2 рабочих трубочки, я их уже заранее соединила вместе путем наращивания газетных трубочек. Также у меня на канале есть отдельное видео по наращиванию, обязательно посмотрите в описании под этим видео, там будет ссылка. И начинаю ими оплетать всю эту конструкцию. Оплетаю это все дело очень аккуратно, и так я проплетаю один ряд. Когда я оплела один ряд, я перехожу ко второму ряду, и здесь я начинаю разъединять эти группы трубочек в 2 по одной. И первую стойку второго ряда я оплетаю светлыми трубочками. И сейчас я буду добавлять в плетение черные трубочки. Я беру 2 черных трубочки и наращиваю их друг с другом. И сейчас эти 2 рабочих трубочки я надеваю на вторую стойку второго ряда, именно так, как на видео, и начинаю плести уже черными трубочками. Но не забываю, конечно, что во втором ряду я разъединяю эти стойки, эти группы стоек по одной. И, конечно, я это делаю, но уже черными трубочками. Плету дальше. Как только в плетении черными трубочками я дошла до места плетения белыми трубочками, светлыми трубочками, я оставляю черные рабочие трубочки на месте и продолжаю плетение светлыми рабочими трубочками. В общем, у нас получается такое спиральное плетение двухцветное. Можно на самом деле добавлять столько цветов, сколько вы хотите. Я думаю, что это не ограничено, только ограничено количеством стоек в данном случае. И в этом плетении у вас все идет по спирали. Сначала вы плетете белыми светлыми трубочками до того места, где у вас остались черные трубочки, затем берете черные трубочки, плетете до того места, где у вас остались светлые трубочки, и так далее плетете того диаметра тарелочку, которую вам необходимо. Если моих объяснений недостаточно, то я думаю, что по видео все ясно. Можно выполнять плетение этого узора поочередно рабочими трубочками, то есть сначала вы оплетаете стойку черными трубочками, а затем вы оплетаете предыдущую стойку светлыми трубочками и так далее. А можно сначала круг проплести черными трубочками, а затем светлыми трубочками. Как вам нравится, так и плетите. Наверное, у вас возник вопрос, а как же добавлять стойки дополнительные и как их потом оплетать вот этими 2 цветами трубочек? Все очень просто. Вот в этом кадре я как раз показываю эти манипуляции. То есть у меня здесь расстояние между вот этими изначальными стойками увеличилось, мне стало неудобно их оплетать. И сейчас я добавляю по одной дополнительной стойке каждой уже имеющейся, и, естественно, на следующем ряду я эти стойки буду разводить. Все очень просто, я как плела по кругу, так и плету дальше, только я уже оплетаю не по 2 стойки, а по одной, развожу эти двойные стойки по одной и оплетаю дальше.
И в плетении этой тарелочки есть один нюанс. Обычно мы с вами прячем концы двух рабочих трубочек после окончания плетения, а здесь мы с вами должны спрятать 4 конца рабочих трубочки. Ну, потому что мы с вами плели 4 рабочими трубочками, только разного цвета. Делаем мы это очень аккуратно, и именно в тех местах, где нам кажется, что будет все ровно. И здесь я, конечно, прятала вот эти концы рабочих трубочек не с начала плетения этих рядов, а именно на глаз все определяла, то есть где мне спрятать эти трубочки, потому что бывает, что когда плетешь круглое донышко и какая-то сторона немножечко меньше кажется, какая-то больше кажется, в общем, здесь я все на глаз делала. Ну вот и все, мои хорошие, тарелочка сплетена, подставочка под горячее сплетена, кому как больше нравится. И здесь я в конце концов покрываю эту подставочку лаком. Я использую лак для Soundtex. Он очень хорош именно для изделий под горячее, он не липнет и выдерживает очень высокие горячие температуры. Лаком покрываю очень-очень аккуратно, для этого использую кисти с жесткой щетиной и, конечно, не допускаю излишков лаков, которые забиваются в фактуру плетения. Вообще у меня есть на канале отдельное видео про то, как лакировать, как патинировать и так далее, и так далее. Обязательно ссылки все оставляю в описании под видео, так что заглядывайте туда. По окончании работы я на этой тарелочке подставочки сделала загибочку. Загибочку выполнила самую простую, но здесь я укладывала именно стойки немного необычным таким способом, непривычным ракурсом, можно сказать, поэтому эта загибочка выглядит вполне необычно. Если у вас будут вопросы по этой загибке, обязательно пишите, и я сниму, если это надо, конечно, отдельное видео по ней. А на этом все. Я очень надеюсь, что видео вам понравилось, и идея с этим узором вам тоже понравилась и пригодилась. Я вам желаю легкого плетения. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Здесь вы найдете вдохновение. Жду ваших комментариев обязательно. И также смотрите мои другие видео мастер-классы по плетению из газет. Здесь вы точно найдете что-нибудь интересное. Всем пока-пока, увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях.